Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео перед вами неравенство из первого варианта Ященко сборник 36 вариантов за 2023 год. Показательное неравенство, которое мы будем решать с помощью замены. Мы можем степень 4 в степени x, вот это показательное выражение, заменить на новую букву. И у нас уже получится неравенство не показательное, а просто дробно-рациональное. Сделаем замену, но перед этим мы запишем область допустимых значений. У нас есть дробь в знаменателе 4 в степени x минус 32, и этот знаменатель не должен быть равен нулю. Переносим 32 в правую сторону, меняем знак и приведем к основанию 2 левую и правую часть. Здесь у нас в степени будет 2х, 4 это 2 в квадрате, а 32 это 2 в пятой. Тогда у нас получается, что 2х будет равно 5, у нас равны основания степеней, значит равны показатели. И х будет равен 5 вторых, то есть 20,5. Кто впервые присоединяется к моим видео разбором вариантов Ященко, да, кто-то сейчас пришел в 11 класс, покупает эту книгу, начинает решать, предупреждаю, что я очень подробно все разбираю. Вот такие элементарные вещи я всегда проговариваю, потому что я с детьми работаю непосредственно ежедневно и вижу, что даже те, кто сдает профильную математику, задумываются над простейшими вещами. Если вы класс и вам это все очень легко и просто, то я думаю, вряд ли вы обратитесь вообще к этому видео. Решите сами, посмотрите ответ. Итак, продолжаем, делаем замену. Значит, у нас здесь не равно. И у нас получается, любую букву выбираем, пусть это будет Т. И обязательно, когда вводится новая переменная, вы продумываете, а какой она может быть, какие значения принимать. Мы заменяем 4 в степени x, это степень. Ни в какой степени четверка у нас не превращается в 0 и не превращается в отрицательное число. То есть t у нас будет строго больше 0. И у нас получается неравенство относительно переменной t. Переписываем, заменяем. Дробное неравенство. Как его решать? Нужно слева сделать дробь, в правой части оставить 0. Значит, приводим к общему знаменателю. Получаем в числителе t квадрат минус 32t плюс 112. t минус 32 меньше либо равно 0. А дальше мы разложим на множители числители, применим метод интервалов. Чтобы разложить числитель на множители, у нас есть формула, когда ax квадрат плюс bx плюс c, если этот квадратный трехчлен имеет корни, то он раскладывается на множители вот по такой формуле, где x1 и x2 это корни квадратного трехчлена. Значит, разложим на множители. Числитель t квадрат минус 32t плюс 112. Приравняем его к нулю и через дискриминант, деленный на 4, то есть у нас четный же коэффициент b, по формуле k квадрат минус ac мы найдем дискриминант. Значит, у нас есть 16 в квадрате 256 минус ac это минус 112. И получаем мы 144, это 12 в квадрате. Тогда корень у нас это минус k, то есть 16 плюс корень из дискриминанта, если на 4, то есть плюс 12 делить просто на а. А у нас равно единице, давайте вот так. И у нас получается 28. И t второе 16 минус 12 равно 4. Разложим t минус 28, t минус 4 разделить на t минус 32 меньше либо равно 0. Дальше запишите. Применим метод интервалов. Применим метод интервалов и изобразим линию t. Подписываем t. Из числителя у нас идут закрашенные корни, из знаменателя пустые. Значит, у нас есть 4, есть 28,
есть 32. Мы привели к такому виду, что у нас t положительное во всех скобках. Значит, t побеждает в крайнем правом промежутке, у нас получается плюс. Это очень удобно делать такой вид для метода интервалов. По определению метода интервалов нужно сделать именно такой вид, чтобы t ни на что не умножалось у нас, и было, как коэффициент был единица, плюс 1. А дальше идет чередование, у нас нет кратных корней четной кратности, мы прочередовали. Теперь нам нужно взять меньше либо равно нуля. То есть у нас получается, заштриховываем мы там, где это выражение меньше нуля, либо равно в точках 4, 28. Так, записываем в виде знаков неравенств. t меньше либо равно 4. У нас t больше нуля, здесь, да, вот так вот у нас получается. Это вот у нас t больше нуля. Больше нуля. И t больше либо равно 28, строго меньше 32. Эти оба промежутка идут у нас в решение, мы ставим совокупность. Так, обратная замена нам остается. Вот посмотрите, мы сделали двойные неравенства, вот эти вот промежутки записали. Это можно сделать тогда, когда у вас простая замена, например, степень. Но если у вас тут будет целое выражение, вам придется писать в виде систем. Допустим, t больше нуля, t меньше либо равно 4 в системе. t больше либо равно 28, t меньше 32 в системе. То есть из-за того, что t у нас простое, мы можем записать двойное неравенство. Потому что из него мы легко найдем решение. Значит, мы получаем, что 4 в степени x больше нуля, это у нас часть отпадает, это всегда больше нуля. И здесь 4 в степени x больше либо равно 28 и меньше 32. Дальше мы можем перейти к сравнению показателей степеней, когда мы сделаем одинаковые основания. В первом двойном неравенстве основание у нас 4. Здесь у нас степень единицы. И так как основание 4 больше 1, то хотя бы такое пояснение мы дадим. Это же показательная функция. Значит, если основание больше единицы, мы переходим к сравнению степеней с тем же самым знаком неравенства. Значит, мы получаем x меньше либо равен 1. Мы решили первое. Дальше здесь мы приведем к основанию. Я предлагаю к основанию все-таки 2 привести. Отдельно я выпишу, это у нас будет первое, это второе. Отдельно второе выпишем. Значит, у меня будет в середине 2 в 2х. Мне так удобно делать все-таки. Хотя бы 32 мы будем приведем. Здесь у нас 2 в 5, а здесь 2 в степени логарифм 2, 28. То есть у нас есть такой ход, когда мы можем любое число представить в виде другого числа. Здесь нам нужно было 2, мы написали 2. Степень пишем логарифм 2. И 28 это то число, которое у нас было. Какое-то свойство логарифма я напомню. Значит, степень логарифм основания АБ равен b. Только мы идем вот в обратную сторону. У нас было b, а мы получили вот такую запись. Итак, у нас 2 больше 1, тоже 2 больше 1. Тогда мы можем перейти к какому? Сюда не будем писать. Значит, 2 больше единицы. У нас получается, мы переходим к сравнению показателей. 2х больше либо равно логарифм 2, 28 и меньше 5. Нам остается поделить все это на 2. Можем каждую часть двойного неравенства поделить на 2. Здесь у нас будет 1/2, логарифм 2, 28. Здесь х и здесь 5 делим на 2, это 2,5. Что мы можем сделать вот с этим логарифмом? Мы можем представить, например, мы можем представить 28 как 2 на 14 или 4 на 7. Давайте посмотрим. Логарифм 2, здесь 4 на 7. Тогда по свойству логарифма мы можем растащить на сумму. Логарифм 2, 4 плюс логарифм 2, 7. Логарифм 2, 4 равен 2 плюс логарифм 2, 7. Тут у нас еще множитель 1/2. Что тогда получится? 1/2 умножить на 2 плюс логарифм основания 2 гуня 7 здесь и. Вот таким образом дописали.
Ну а дальше можем внести одну вторую. Здесь по-разному можно дать ответ, он будет правильный. 1/2 умножить на 2 это единица, плюс здесь множитель 1/2, но его в принципе можно внести вот сюда в степень к основанию. То есть будет логарифм 4, 7 меньше либо равно х меньше 2,5. Значит, у нас получается, мы второе решили, единица плюс логарифм 7 по основанию 4, здесь 2,5. 2,5 х не может принимать это значение. У нас эта точка выколота здесь. Значит, х принадлежит от минус бесконечности до 1 включительно. И от единицы плюс логарифм 7 по основанию 4 до 2,5 круглой скобки. Пишем еще ответ. Переписываем вот это вот решение, вот этот ответ, вернее, сюда. И задание разобрано. Задание будет разложено в плейлист по 14 заданию сборник Ященко 2023 год. Там же вы будете находить 14 задание по всему этому сборнику. Также на канале, если впервые, есть отдельно собранные плейлисты по тригонометрии, по логарифмам и уравнениям неравенства, по параметрам, по теории вероятности. Там огромное количество задач уже разобрано. Из всех вариантов, из сборников, статградовских работ. Вообще то, что я находила интересные задачи. Подписывайтесь. Объясняю я медленно, подробно. Я думаю, вам будет понятно. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Успехов в подготовке.